Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события до конца 2023 года. События на второе полугодие. Давайте узнаем, что думают карты по этому поводу. Какие подсказки нам приготовили. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз– это лишь прогноз. Но если присоединить нашу интуицию, подсказки шестого чувства, явно какой-то инсайт мы получим. Ну или проведем с вами, я надеюсь, приятное время. И сегодня у нас будет расклад на 5 колодах. Я решила вот перемешать энергию и по разным вопросам. Все-таки отличаются карты, иногда значением. И вот может быть тут какая-то энергия будет другая, волшебство, надеемся. Давайте узнаем. И первая колода у нас классического Таро. И вопрос, что важно знать. Или, мои дорогие стрельцы, что для вас выйдет на первый план наиболее актуальным будет во вторую половину 2023 года, как видят карты. Может быть, чем-то нам придется конкретным заниматься. Какие важные события, может быть, у вас будут. Прекрасно. Вообще про любовь. Шестерка кубков. Хотя любовь, она разная бывает, правда? У кого-то это могут быть отношения на расстоянии, кстати, или отношения с тем человеком, с кем вы сейчас не вместе. Им, возможно, вы будете договариваться, как вы будете съезжаться вместе, жить вместе. Или еще какие-то вопросы ваших отношений. Может быть, знаете, как далекий друг или кто-то, вот с кем вы были раньше, прежде знакомы, какая-то история может возобновиться по ретроградной Венере, так это запросто. Кто знает, тут ведь мы проходим словно кармический урок в том плане, что как и люди могут вернуться из прошлого, так и многие вопросы нам как будто пространство будет подталкивать к какому-то решению, нужно нам это брать с собой в будущее или нет. Но вообще эта карта, как и дипломатии. С одной стороны, мы со всеми можем договориться. И вообще очень приятных, гармоничных энергий, мои дорогие стрельцы. Нет ничего невозможного, если мы, в принципе, нацелены на какой-то диалог. И значит, даже любое дело мы решим и с кем нужно найдем общий язык. В принципе, позитивные такие вот гармоничные энергии ожидаются до конца 2023 года. Если мы спросили, что важно знать, давайте мы узнаем, каковы неожиданности или чего не избежать. Какие-то паузы, задержки возможные, возможные задержки в деньгах. Но надо сказать, еще такой момент, это ведь у нас все же как будто пентакли растут на дереве, семерка пентаклей. И если образ дерева по символике, это образ того, что надежно. Корнями дерево уходит вглубь, и в этом значении как какая-то фундаментальная наша позиция. Есть и тот момент, когда деньги в рост, может у кого-то пассивный доход. Но чего не избежать, видимо, какие-то паузы не только денежные могут быть. К примеру, вы оформляете документ, или если вы хотите переехать, ну или какое-то дело себе задумали и наметили сроки. Значит, сроки тоже могут сдвигаться. Но нам говорят, вообще-то это карта прогресса, потому что деньги-то растут. Стало быть, для нас как-то сложится и еще лучше. Даже если через какую-то паузу, заминку, ну, задержку, как будто это не важно. Мы все равно получим как и желаемое, так и положенное. Давайте мы узнаем с вами на колоде золоченого Таро события до конца года. И первую карту мы достанем новое событие. Что нового придет за эти полгода на наш порог? Или что осуществится? А может быть и новости какие-то, а может быть и мы что-то надумаем тут такое, о чем сейчас еще пока даже не помышляем. Итак, новые события до конца 2023 года. Тут действительно мы можем что-то такое новое-то и надумать. По пажу жезлов это наша какая-то идея или новость, или, может, информация. Она к нам приходит и нас что-то зацепило. Мы хотим это развивать, узнавать дальше. Может быть, какое-то знакомство. Или это может быть, к примеру, вопросы, связанные с вашими детьми, даже если подросшими детьми. Или какая-то информация, как будто в любом случае, которая будет продолжена. То есть к чему-то мы словно имеем интерес, а самое главное, вдохновение. Вот чем-то
Мы хотим заниматься, значит, увлечение у кого-то какое-то может быть вполне вероятно. Давайте мы спросим, а что нам запомнится? Мгм. По королеве мечей вообще в герметической колоде Таро это прообраз Юдифи. Я не останавливаюсь на этом библейском историческом сюжете. Ну, кому интересно, вы можете почитать. В интернете вы найдете информацию. Так вот, все-таки мы, если говорим про Юдифь, рационализм, понимаете, чем нам запомнится? Видимо, помимо каких-то приятностей, нам об этом уже сказали, помимо каких-то идей, то, что я хочу осуществить, есть еще какая-то реальность. И вы знаете, а у кого-то действительно вы будете словно на выборе стоять. И выбор такой, знаете, как словно переход между вехами вашей жизни. Может быть, это будет касаться ваших отношений с учетом карты шестерка кубков, и вам сделают даже какое-то предложение, или отношения ваши будут развиваться таким образом, что вы будете думать, что же дальше, какой-то новый этап. И тогда по королеве мечей вполне вероятно вам придется какой-то важный выбор сделать, как будто, ну, решиться, наверное, на то, что было до этого периода, это оставляю в прошлом. А теперь я не оглядываюсь и иду вперед. Вот тут такой может момент проиграться достаточно ощутимо. Но это от вас потребует каких-то более холодных энергий, рационально сделать этот выбор, где-то себя не подвергнуть риску. У кого-то ведь это может не обязательно личные отношения, у кого-то это по работе какая-то ситуация, или вполне вероятно у нас семерка пентаклей, может быть это касается способов заработка, вы что-то тут реорганизовывать будете, или другую работу искать, а может быть вас работа найдет вполне вероятно с учетом пажа жезлов, и как будто вас поставят Вселенная, высшие силы, назовите как угодно, перед тем самым выбором, когда я должна или должен сейчас принять какое-то очень важное решение. Но мы тогда должны все как будто просчитать, мы должны будем все контролировать. И вот, видимо, такие хладнокровные, рациональная энергия, когда никаких эмоций, вам этим может запомниться. Может запомниться вторая половина года, что я от себя сам не ожидал или не ожидала, какое же решение я приму. И здесь нам больше про интеллект, про логику, рационализм, про то, что есть по факту. У нас на карте изображена э, красивая такая королева, да, и как будто крылья венчают колонну. Крылья, ну, где-то один из символов тоже Меркурия. И это новость, информация, работа с информацией или наши мысли где-то, аналитика, это все проходит. И одновременно, как новости и мысль наша, это птицы, которые изображены. И тут одна из птичек как будто опустилась вот так критически низко и подлетела к кошке. И вот кошка на вид выглядит очень даже дружелюбно, миролюбиво, но мы-то с вами знаем, что грозное оружие когти. И нападает кошка очень быстро. То есть мы не должны себя подвергнуть риску, но где-то, может быть, вдохновившись внешним видом. То есть нам карта говорит, внешняя оболочка не всегда может соответствовать внутреннему содержанию. Поэтому мы собой не рискуем. И, кстати, если мы в таких холодных энергиях что-то рационально, словно, знаете, тезисом продумали, просчитали, наверное, как та Юдивь, то тогда нет ничего невозможного. Вот вам каким-то своим очень важным решением, жизненно важным, запомнится вторая половина 2023 года. Давайте узнаем, а что нам будет помогать на Таро иллюминатов? Что нам скажут карты? Что нам будет помогать или в помощь, может быть и кто, во второй половине 2023 года. Для вас, мои дорогие стрельцы. Итак, что же нам помогает? Или кто же нам помогает? Вы знаете, по принципу Пентакли часто есть как будто один человек, который нам действительно помогает и словом, и делом, и еще и деньгами может выручить. Значит, есть какой-то один, как минимум, единомышленник, который нам действительно желает добра и готов поставить дружеское плечо. Но по этой карте еще и мы сами себе помогаем, когда мы
не ориентируемся на какой-то сиюминутный успех, а на какую-то стратегию, которая долгая, на длительный период времени. Когда мы его выстраиваем, прикладываем усилия, подмечаем, кстати, принц Пентаклей самый медленный принц. Он едет не спеша именно потому, что он должен быть внимателен к деталям. И нам вот уже как раз эта королева мечей про детали-то и говорит. Мы должны все рассмотреть, мы должны, ну, где-то никакой наивности, какая-то четкость. И, может быть, мы что-то и просчитать должны. Все зависит от того, какие мы планы перед собой ставим. Но это всегда прогресс. У вас, по сути дела, две карты прогресса, поэтому какой-то ваш проект может точно получиться. И это будет для нас как и вдохновение, как уверенность в собственных силах. А самое главное, это какое-то дело, которое будет, знаете, как дело жизни, но, по крайней мере, на длительный период времени нам создаст как и материальную какую-то подушку безопасности или уверенность, когда это тоже идет по нарастающей. Предположим, когда это будет касаться, может быть, вашей должности или вот роста какого-то, роста профессионализма, роста популярности, или то, что вот вы свое дело, допустим, начнете, и вы его все равно будете расширять, потому что оно само как будто будет к этому вас приводить, проситься. То есть это карта прогресса на самом деле. И нам, когда у нас мы начали даже что-то, пусть с нуля, или что-то мы, ну, с каким-то элементом новизны все равно даже продолжили, может быть, то в последующем мы остаемся довольны, как и нашим положением, уверенностью в завтрашнем дне. А самое главное, вот этим чувством надежности и то, что мы видим уже свой собственный результат. То есть это все в целом нам помогает. А что нам еще помогает и что нас будет радовать? Давайте мы узнаем. Вот как раз в тему принцу Пентаклей еще и тройка Пентаклей. Это тоже ведь карта прогресса. Нам говорят о том, что мы как будто сдаем жизненный экзамен, переходим с одного уровня на другой. Мы меняем статус. Это карта, когда у нас он с одной какой-то позиции переходит в другую. И у кого-то это может означать, что смена статуса в связи с изменениями в личной жизни. Правда, такое тоже может быть. С другой стороны, у кого-то проиграется и по работе. Может быть, действительно вы закончили обучение или закончите его где-то в этот период до конца года и будете уже дипломированный специалист или какой-то специалист в любом случае. И мы как будто в последующем, опять же, увеличиваем свой как и доход материальный все-таки у нас в Пентакле, так и мы готовы учиться быть открытым миру и как будто узнавать каждый раз новое. Нет какого-то стопора, буквально нет какого-то болота. Мы все время идем вперед, и нам все интересно. В хорошем смысле любопытство нам как будто с течением времени будет даже приносить деньги. Поэтому самое главное, наверное, не останавливаться, а постоянное какое-то движение, как и в знаниях, так и в каких-то делах ваших. И тогда нас это все радует. Мы будем увлечены чем-то, это точно. Ну, давайте мы еще узнаем, а что нам может помешать? Все-таки вот такой вопрос тоже есть смысл задать. Или какие-то помехи, может быть, будут. А может быть, не будет ничего. И так тоже вполне вероятно. Давайте узнаем, что нам может помешать до конца 2023 года на второе полугодие. Вы знаете, какой-то информационный хаос или когда много людей, а у людей каждого свое какое-то мнение, нас могут пытаться к чему-то приобщить или словно, как я говорю, дергать, да, может быть, мы бы включились в одно дело или кому-то помогли в чем-то другом, или вот словно рассредоточили свою энергию, внимание на вещи, которые, ну, второстепенны. И нам здесь ведь совет-то один, держись сторонним наблюдателем. Если ты сталкиваешься с людьми, у которых сложный характер, или, допустим, нас действительно пытаются, ну, к чему-то, как будто приобщить либо к делу, либо к какой-то помощи, либо предложить нам какую-то работу, которая самое главное значение. Нужна не нам, а кому-то. Есть еще и такой момент, что с учетом королевы мечей может быть информация, которая где-то заведомо ложная. Или не потому, что нас кто-то хочет обмануть, а может быть люди сами не знают, а нам могут подавать как истину в последней инстанции. Или мы можем столкнуться с теми людьми, которые ненадежные, быстро меняют мнение. Они не могут на чем-то одном сконцентрироваться,
А они, ну вот, наверное, как флюгер быстро переворачиваются, переобуваются, как мы говорим, в воздухе, и на них нельзя положиться. И в целом для нас это тоже может означать, ну, как какая-то помеха. Но вообще это не крупная карта. Это то, в принципе, когда какая-то турбулентность есть. Как и информационная, так и, ну, где-то в людях. Давайте мы еще спросим, что нам могут, как сложность какая-то, может быть, создать или сама по себе появиться какое-то значение. А вы знаете, может быть, нет никакой сложности, во-первых, но может быть, например, какая-то задержка. По тройке жезлов ведь у нас 5 минут до старта. То есть мы какой-то проект свой осуществляем. И кто знает, может быть, кстати, вас будет кто-то отговаривать не ехать или не начинать какое-то дело. И вы, пока, наверное, вы разберетесь или не участвовать в чем-то. У кого-то это могут быть советы постороннего по поводу вашей личной жизни. Мои дорогие стрельцы, не слушайте ничьих советов. Сами сердцем, умом делайте выбор, душой своей, просчитайте все. Ну, как-то проанализируйте. Потому что когда тройка жезлов выпадает, это что-то хорошее. Во-первых, это перспективно, опять нам говорит карта. Во-вторых, это с другим нашим интересом. Это, ну, такой своеобразный путь к, ну, к другому качеству жизни. У кого-то, правда, это может быть переезд очень далеко, причем в другую страну, может быть, даже, да, когда нам придется и даже выучить новый язык. Вполне вероятно и так. А у кого-то это может быть связано еще и по работе. Может быть, работа, связанная с переездами. Одним словом, ваша как будто позиция, ведь по тройке жезлов тут однозначно. Это когда мы все и контролируем, и какие-то новые перспективы, которые вот-вот какой-то вопрос должен решиться. Так вот, пока вы что-то решаете или ожидаете подтверждение документов или вот чего-то такого, да, вам как раз могут говорить, а зачем тебе это надо, а почему ты согласился или согласилась на это, а ничего хорошего не будет. Вот поэтому где-то решение мы принимаем сами. Вот, королева мечей. У меня колода 78 дверей. Давайте, знаете, узнаем, что. Подведем итог. И вот каков будет этот итог. Что или какие двери, может быть, передо мной откроются в конце 2023 года и вот уже в 24-й. Если в этой колоде мы говорим двери и ключи имеют главное значение, значит двери открыты или закрыты. Ну и ключи сможем мы подобрать или нет. Вот давайте узнаем, какие двери будут открыты, какие откроются. Вот по пятерке мечей точно скажу вам, мои дорогие стрельцы, назад ни шагу, в прошлое ни ногой. Не быть, наверное, в состоянии, нас тут, правда, кто-то от чего-то может отговорить. Или мы сами, кстати, вот семерка пентаклей может проиграться, что если мы где-то бездействуем, а просто что-то ждем. Вот. Вот такой будет итог. Мы не дождемся, когда двери откроются. Нам показана женщина, которая сидит, я надеюсь, видно хорошо. И пока она ожидала, дверь успела зарасти, посмотрите, плющом. И дверь закрыта, так она и не приоткрылась, а женщина состарилась. То есть мы не должны ждать чего-то, каких-то обещаний. Может быть, нам тут наобещают с 3 короба, а вот нужно быть рациональным, от чего-то отказаться, принять какое-то очень важное решение. Где-то, может быть, и, ну, набраться мужества и какой-то свой проект или чье-то предложение. Согласиться. Может быть и так. Но продумать надо все, безусловно. И мы уже сказали, риск должен быть исключен. С другой стороны, если мы просто выжидаем и где-то себя отказываемся от чего-то, чтобы огородить где-то от волнений, от того самого риска, то мы никогда не узнаем, а что это за было предложение и, может быть, допустить вот этот жизненный драйв. И тогда для нас жизнь сама по себе заиграет новыми красками. Иначе мы где-то можем упустить время или на что-то от чего-то отказаться. То есть, видимо, есть такой момент, когда куй железо пока горячо. Что-то мы не можем оставить на потом. Очень важное какое-то действительно решение. Мы должны принять, и что интересно, одна карта над другой. А тут, получается, если мы, ну, где-то вот так
не сумеем, наверное, шагнуть навстречу будущему и где-то застрянем в каких-то прежних воспоминаниях. У кого-то ведь и прежние воспоминания по личной жизни и какое-то состояние, когда я разуверился или разуверилась и ничего я не хочу, так ничего же не будет. Все-таки действие это будет важно. Давайте мы узнаем, что же я смогу осуществить тогда. Одна дверь. Вообще дверей как таковых нет. Тут самое главное не быть в позиции ожидаемого. И если вас кто-то, допустим, начинает вам говорить или что-то предлагать, например, знаете, как какая-то мутная сделка, или сам по себе человек, который и вашим, и нашим, или он какой-то двойственный, непонятный, нет какой-то конкретики, или когда доходит речь до конкретики, а это мы сделаем потом. Тут все надо на берегу, и причем конкретно. То есть вы не должны быть как в зависимом состоянии, так и в состоянии ожидания, понимаете? Мы тогда словно превращаемся, ну, как роль жертвы, понимаете как? Поэтому не упустите какое-то время, возможность, и, видимо, очень важно заниматься теми делами, которые на самом деле вас вдохновляют на что-то, вас радуют, и быть с теми людьми, которые вас поддерживают. Ведь по королеве кубков нет уже ничего невозможного. Мы можем, конечно, себе словно, знаете, какие-то образы рисовать или надеяться, опять же, на что-то, но фактически дверей-то нет. Как будто есть какая-то возможность. Давайте мы спросим, а что это и что дальше? Вот по королеве кубков. Не должно быть иллюзий, не должно быть как ожидания, не должно быть каких-то иллюзий в плане того, что, кстати, мне придет кто-то на помощь. Какие-то иллюзорные обещания за правду мы тоже не должны принять. Хотя, если мы говорим, какие двери открыты по четверке кубков, если вот мы, наверное, как и в иллюзии, как и в ожидании застрянем, то мы вот в таком, как нам показан мужчина, который сидит, по сути, даже нет дверей, но просто темная комната, и есть где-то, ну, когда он один. И кроме телевизора нам показано ничего здесь не радует. Ну, тут еще и всякие разные привычки, еда, и как будто все, жизнь остановилась. Мои дорогие стрельцы, вот такой правдивый, правда, прогноз, насколько он проиграется. Ведь это может быть не буквально у кого-то и в личной жизни мы когда отказались от чего-то или просто сидим, ждем. Может быть, у кого-то и отношения, когда я жду, что человек как будто откликнется, а человека все нет. Так если вы видите, что, ну, если отношения у кого-то не развиваются, ну, тогда надо тоже ставить точку. Надо выходить из какого-то зависимого положения, состояния. Иначе мы себе как будто возможность в будущее перекрываем. Хорошо, давайте мы спросим так, а что надо сделать? Вот немножко пошел не так расклад. Тут действительно, посмотрите, надо выйти из вот этого режима ожидания. По сути дела, вас ничто не держит. Но человек как будто сам себя обрекает на то, что он наблюдает и не действует. И клетка-то у нас, где находится персонаж, она открыта. Но, видимо, он себя чувствует в большей безопасности. Ничто ему не угрожает. Мы можем ни на что-то просто, ну, где-то долго сомневаться, решиться на это или не решиться. А что еще? Какие наши действия должны быть предприняты? А знаете, это как проверка, наверное, на прочность, на то, что мы действительно пройдем какой-то урок и будем надеяться сами на себя, сможем упорядочить и личную жизнь, или решиться на что-то, новые какие-то возможности. Опять же, Верховный Жрец– это вообще иерофант, это карта законника. И знаете, еще такой момент, что словно пространство нас может, ну, где-то испытывать на прочность, и я бы сказала, на решимость и мужество. Согласимся мы на какую-то выжидательную, мутную ситуацию, непонятную, или мы все-таки сами выйдем из какой-то зоны ограничений, из-за какой-то зоны отчуждений и начнем менять свою жизнь. Посмотрите, все три персонажа у нас как будто бы, я надеюсь, видно. Давайте поближе поднесу. Вот самый главный риск. Двери, да, одна закрыта. Тут уже нам открыто. Все равно человек сидит. И нет движения практически. Зато есть какие-то воспоминания, может быть, о прежнем.
прежней жизни, о прежних отношениях, о прежней работе. Но они нам не помогают, они нам создают иллюзии, тем самым закрывая какие-то двери. И для нас это, наверное, основной момент на вторую половину года пройти словно как кармический урок и выйти вот из этого тупика какого-то. Ведь нет же как бы прогресса. А тут у нас как раз говорят про то, что у вас много, даже если какая-то история ваша прежняя была, ну, не самая веселая и счастливая, то, к примеру, через как личное творчество или, может быть, через вашу работу или какую-то занятость или каким-то интересом, вот чем вам нравится заниматься, мы как будто можем и жизнь свою изменить, и изменить какой-то личный статус, и вообще перед собой открыть новые перспективы. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы и любимы всегда.